Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео будет чудесное перевоплощение, так что если вам интересно, присоединяйтесь. Ну а с вами я, Миронова Виктория. Героями сегодняшнего видео будут вот эти руки. Если вы помните, то эти ногти мы делали в начале марта. Я только что подсчитала и вышло, что этим ногтям уже больше 70 дней. На левой руке ногти относились нормально, в принципе левая рука не так задействована в работе, поэтому ногти не так сильно поотслаивались. А вот на правой ручке ногти отслоились, но это и понятно, да, ногти сросли, апекс переместился, кончики стали очень тяжелыми, и когда девочка работала, очень сильное давление на кончики ногтей, и поэтому ногти поотслаивались на правой руке. А эта девочка выполняет очень много работы, поэтому для меня вообще было странно, что ногти были на месте, если честно. В общем, все, что я прошу, это не допускать до таких ситуаций и лучше пойти в ближайший салон, чтобы тебе ногти сняли, если ты вдруг не можешь попасть к своему мастеру. Потому что, например, я уже в таком состоянии, каком ногти сейчас, даже боюсь их снимать, потому что в отслойках может быть все что угодно. Фрезой для снятия геля я аккуратненько отрезаю отслойку. Вы сейчас видите, что я ее не спиливаю сверху, а именно отрезаю от остального материала, потому что бессмысленно ее просто спиливать, распиливать этот старый отслоившийся материал. Да еще и когда начинаешь пилить вот эту отслойку, то у клиента появляется очень сильное ощущение жжения, поэтому лучше отслойку вот таким образом отрезать. И я каждый раз надеюсь, когда я срезаю такую отслойку, что я там под низом ничего не увижу. Старый материал спилила, вздохнула, под отслойками ничего нет, поэтому смело могу приступать дальше к коррекции. Конечно, мне нужно удалить и убрать огрубевшую кожу. Как видите, на этих руках такой кожи очень много, ее не так просто срезать, потому что она еще и налипает на ноготь. Поэтому маникюр начинаю не с пушера, не отодвигаю кутикулу, а сразу беру вот такую фрезу и аккуратно счищаю огрубевшую кожу с ногтя, и таким образом еще и отодвигаю кутикулу. Такой фрезой удобно отодвигать, но вот пазухи все равно остаются грязными, поэтому я беру фрезу пламя с острым носиком и вычищаю тереги, которые есть в синусах, в боковых пазухах. В общем, все аккуратно фрезой пламя вычищаю. Сначала работаю на форварде, а затем переключаю аппарат и вычищаю все на реверсе с другой стороны. Чтобы было проще определиться с длиной, я беру циркуль и отмечаю нужную длину на всех ногтях сразу. А потом беру фрезу и аккуратно укорачиваю длину и уже пилкой прохожусь по поверхности ногтя и придаю ногтям форму. Когда базовое покрытие высохло, приступаю к выкладке ногтевого ложа. Да-да, сегодня будет выкладной френч, так что кто любит этот вид дизайна, сегодняшнее видео точно для вас.
В работе использую гель-желе торговой марки ВАМ. Вы видели, что в баночке почти уже не осталось материала, а это значит, что этот материал мне действительно очень нравится, я его очень люблю в работе. Он классной консистенции, единственный минус, он очень жжет в лампе. Но даже несмотря на этот минус, мои клиентки часто просят сделать ногти именно им, потому что очень красивый цвет, и после перекрытия этого геля топом он очень красиво выглядит. Ложе выстраиваю в два этапа. Первый этап беру небольшую капельку и выстраиваю удлинение, сам носик, бортик. Ну а потом, когда первый слой высох, беру уже каплю побольше и заполняю уже полностью все ложе. The borderline into our dream. Nothing will... После полимеризации вытираю липкий слой и приступаю к опилу. Для этой цели я сегодня беру барабан с острыми краями. Им очень хорошо прорезать усики. Очень удобно ставить эту насадку под угол, таким образом, чтобы потом усы оставались на месте и не пропадали после опила. Пока я смотрела в камеру, чтобы попадать в нее и хорошо вам все отснять, случайно надавила на кончик пилочки и пропилила немного зону апекса. Здесь нет ничего страшного, беру гель, доставляю материал и отправляю руку в лампу, а затем вытираю липкий слой и аккуратно делаю быстренько уже опил, потому что форма уже в принципе сделана, просто быстро исправляю там, где напортачила. Моя девочка захотела сделать розовый френч, но у меня не было нужного красивого оттенка уже готовой смеси, поэтому я буду делать замес сейчас самостоятельно. Для этой цели я беру полигель, можно брать белый, можно брать прозрачный. У меня вот такой есть прозрачно-розовый, в него я домешиваю белый гель-лак и розовый гель-лак. Тщательно все перемешиваю, чтобы в материале не было мрамора. Хотя, если хочется сделать эффект мрамора, можно оставить и так. Но у меня сегодня не было такой задачи, поэтому я металлическим шпателем тщательно перемешиваю все эти материалы. И, как вы видите, я прям растираю эти материалы по стеклу. Нужно это делать для того, чтобы избежать пузырей. Когда материал вот так растирается, то пузырьков нет. А если его просто взбивать в воздухе, то тогда в материал набивается много пузырей, и после того, как полигель высохнет и буду делать опил, то там будут некрасивые белые точки. Конечно, вот такой способ это тоже не панацея, пузыри могут быть, но все-таки их будет намного меньше, чем просто перемешивать материал, можно так сказать, по воздуху. Поэтому я его прям хорошо растираю по палитре. Получившуюся смесь я отставила чуть-чуть в бок, чтобы вышли лишние пузыри, а тем временем белым гель-лаком подвожу бортики, чтобы френч был четче. Чаще всего, когда я делаю замесы самостоятельно и когда в полигель домешиваются гель-лаки, то такие смеси уже не очень хорошо выкладывать с помощью кисточки, потому что они прилипают к кисти. Поэтому я обычную апельсиновую палочку смачиваю в спирте и уже аккуратно ею распределяю материал. Апельсиновой палочкой делать это уже намного комфортнее, чем кисточкой. А кисточкой можно уже только в конце разгладить материал, чтобы он стал прям туда, куда уже нужно. В своих видео я очень часто говорю, что такие самостоятельные замесы нужно обязательно проверять на просыхаемость до той поры, как нанести этот материал клиенту на ногти. Но
вам об этом говорю, а сама этого не сделала. Понадеялась на опыт, думала, что пронесет, а не пронесло. Вот вы видите, что я фрезой вычищаю материал изнутри, а он не просох. Что делать в таком случае? Опять отправляю руку в лампу, опять просушиваю и опять начинаю подчищать фрезой. В этот раз у меня материал подсох в 2 подхода, 2 раза подсушила и 2 раза вычищала керамической фрезой изнутри. Но может быть таких подходов и больше, поэтому не повторяйте моих ошибок и все-таки проверяйте замесы до того, как наносить их клиентам на ногти, потому что у меня был такой случай, когда я сделала замес с витражными каплями, и материал не просох вообще, он просто не полимеризовался, хотя был замес прозрачного геля, и совсем чуть-чуть я добавила туда витражных капель, но видно, капли не подошли и гель не сох, поэтому проверяйте лучше перед тем, как наносить материал на ногти, как я сказала, чтобы потом все не переделывать, потому что это уже не очень приятный процесс. В конце беру алмазную фрезу с черным маркером и уже прямо до последнего вычищаю натуральный ноготь, который находится очень близко к валику, потому что керамикой это не очень удобно сделать, а фрезой алмазной без проблем. Ну и осталось добавить несколько цветочков, чтобы завершить уже дизайн. Я недавно ходила в ботанический сад, насмотрелась на цветущую магнолию, она меня прям вдохновила, предложила эту идею моей девочке, она согласилась, поэтому сегодня рисую именно магнолию. Делаю это очень быстро с помощью гель-лаков. Перекрываю ногти топом с 2 сторон, обязательно запечатаю внутренний край и перекрываю, естественно, сверху. После перекрытия ногтей топом, когда топ высох, беру белую гель-краску без липкого слоя и делаю тонкие прорисовки. Вот такое перевоплощение у нас сегодня получилось. Пишите в комментариях, как вам такие ногти, как вам такой дизайн, понравился ли, сделали бы вы себе такой дизайн на лето. Ну и вообще, я очень надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Подписывайтесь на мой канал, потому что вы здесь найдете очень много интересной и полезной информации. Ну а если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк, вам это ничего не стоит, а для моего канала очень полезно. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем пока-пока.